Семка. Камера-мотор. Камера-мотор. Всем привет. Это, как всегда, неважный влогер Прокси. И сегодня у нас в гостях супер-пупер-дупер музыкант в зеленом кислотном пуховике Бикла. Да. Всем привет, йоу, это Бикла, это я. Ну, для начала, предыстория. Насколько я знаю, Виталя, он же Бикла, переехал из Брянска в Питер буквально вчера. Ну, не прям вчера, несколько дней назад. Это было жестко. Как всегда на контрасте, понимаешь, типа в Брянске как бы все подешевле, все попроще, и, соответственно, переехать с аппаратурой совсем. Это не так просто, как мне показалось, и я как бы на жестком контрасте сейчас. А сколько чемоданов было? Слушай, до чемоданов немного, еще сколько отправят, я думаю, что коробка большая, и еще что-то так будет. Я же еще на ремикс на Флюм выиграл, там еще будет оборудование. То есть, контест выиграл? Да, контест, и типа там еще овер много. А что дали-то? Слушай, самое главное, это что, как бы, респект, как бы Флюм вроде как слушал. Я не знаю, насколько все там правда и как это все делается, но прикольно поучаствовать было, потому что Флюму как бы слушаю, то есть, там... Я тоже, Да, не сказать, что вдохновляюсь, но музыка как бы есть определенно что-то похожее, скорее потому что слушаю то, чем вдохновлялся он. Мне ту-степ нравится, UK Garage, вот эта вся история, и... как бы я подумал, было прикольно, то есть уменьшать BPM было бы, я не знаю, мне на слух всегда режет, когда, знаешь, у оригинала как бы быстрее, ты как бы замедляешь, может быть, есть какие-то исключения, но я пока не сталкивался. Я подумал, что нужно оставлять в той же, а больше всего подходило, там, по-моему, 132 BPM или 130 было, подошел UK Garage, и я подумал, слушай, я там накидал, правда, вообще просто лупы сначала, даже ничего не переделывал, просто накидал и такой, все, это оно. Да, и все. И выиграл. Сейчас что-то придет, и еще коробка, возвращаюсь как бы к переезду. Жестко, просто на контрасте, жестко. Переезжать всегда тяжело. Круто. Да, как бы классно, что там друзья как бы там помогают. Я помог и в Москву переехать сейчас, но, как бы... Движуха-то, наверное, правда вся в Москве, такая как бы целевая, но я артист немного, мне кажется, другого жанра. Если брать просто диджиков, не просто, а те, кто даже пишут и выступают регулярно, то есть клубы какие-то модные, то я немножко далек от этой истории. Мне не нравится лакшери, вот это все. Такой попроще, мне нравится музыка больше, чем, наверное, выступление. Я не знаю, как это объяснить. Мне нравится выступать, но... Ты больше продюсер. Наверное. И мне бы хотелось сделать, интерпретацию своего проекта больше не как диджей, а как лайв какой-то продакшн, то есть, лайв продюс, в реальном времени, то есть ты играешь, кто-то, может, не знает, как это выглядит. Опять же, как бы Флюм, и другие, как бы, артисты просто этого жанра. Мне это близко, но мне бы хотелось, набрать, барабанщиков, то есть какую-то лайв-партию, чтобы сыграл, и чтобы это были декорации, это крутой визуал. Вот я думаю, что когда-нибудь, я к этому иду и думаю, что спустя какое-то время у меня что-нибудь получится, по крайней мере, классно, когда есть цель. Круто. Я тоже, на самом деле, стремлюсь к этой концертной истории. Уже как прошло, 12 лет все стремлюсь. Никак я все не доделаю эту историю. Тяжеловато, но диджей-сет, в моем понимании, тоже немного, конечно, скучновато просто. Слушай, а с чего все начиналось вообще у тебя, в музыкальной твоей истории, жизни? Много где отвечал, не помню, может быть, где-то разное что-то. Я не видел. Именно как к музлу пришел или как проект Бикла? Вообще, как к музлу и к проекту Бикла. Слушай, это одно и то же, или нет? Не, смотри, музыка-то я всегда с детства, мне нравилась. Но я не помню, что я слушал прям в самом детстве. Но это всегда был какие-то Linkin Park, то есть, тот же Prodigy, как бы... Что-то такое альтернативное. То есть, всегда нестандартное, как бы, было, и мне всегда нравились вот эти мелодии, как бы, знаешь, запоминающиеся. Не столько голос, сколько сама мелодия, как бы, музыки. Это если про Prodigy говорить. Linkin Park, там все понятно, как бы, Green Day, то есть, сам 41, все вот эти группы.
Все знакомые, да. Да, то есть, ну, я тогда еще что-то там на скейте пробовал учиться кататься, как бы себя там на севере. Ну, и это типа, блин... А на севере ты где? Да, Лабытнанге, полуостров Ямал, то есть там в такой кадр. Я учился просто с чуваком из Лабытнанги в институте давным-давно. Охренеть. Ну да, я поэтому запомнил это название, очень такое необычное. Да, согласен. Но это же там ненецкий язык, это же типа не русское. Вот, и короче, что-то пробовал, что-то слушал музыку, и знаешь, в какой-то момент, мне кажется, в классе 10 я начал электронная уже музыка, то есть я не помню, правда, кого я слушал, я никогда не был фанатом ярым, то есть вот у меня как бы не было, типа, чтобы я прям поклонник был, знаешь. Прям чего-то одного. Никогда у меня, да, не доходило как бы до этого, чтобы я там вообще жестко прям фан, там, знаешь, плакаты, там, блин, все татуху, ты понимаешь, там, я не знаю, у меня такой гараж, знаешь, ну, типа, был, и я заказал, по-моему, с нета какую-то хрень, такой диджей, вот такая, ну, она, знаешь, на картинке становится большая, но пришла вот такая хрень, типа без аудиокарты. Не, ну диджейка, типа, с крутилками, понял? Вот. Такой, типа, пульт. Контроллер, типа, да. И все, он пришел, я такой, блин, что он такой маленький, с таким даже стыдно. Ну, он появился, и он был без аудиокарты, я долго не понимал, как они, зачем в наушниках, причем, по-моему, там в наушники можно было вставлять, нет, только в комп. И ты в наушниках слышал, в принципе, что на колонках, я не понимал, как нахрена диджеев слушают в наушниках и в этом, а потом начал как-то что-то смотреть, узнал, что там у меня, кажется, не было аудиокарты, то есть нужна аудиокарта, чтобы ты слушал в наушниках одно. Потом просто я там в гараже у себя, там, знаешь, там, чуваки, там, девчонки. А гараж отапливаемый был? Да, там хорошо. Да ты что, на севере не отапливаемый гараж, блин, это, блин, жесть вообще. Ну так можешь, я просто рисую. Не, это вообще сарай какой-то. Не, хороший гараж был, блин, классный, большой, типа, вот, клевый. И все, вот так начались какие-то первые тусовки, и вот я на учебу как бы попал. И все, и долгое время ничего не происходило, то есть в плане музыкальном. Я просто там FL-ку скачал, там у моего соседа, по-моему, Леша, да, сосед показал. Я начал что-то там изучать. Ну, короче, тыркаться, как и все в России. Ну, да. Но в те годы, еще, когда YouTube не было. Еще, да, YouTube такой слабенький, типа, был вообще, и там, может быть, даже что-то в ВК какие-то видосы, даже больше что-то было, ну, на русском. Я вообще, блин, не понимал, что это за дерьмо вообще, нахрена нам нужно. То есть, да, я как бы... Вот вся техническая сторона. Да, я просто смотрю, как бы, да, нафига так много всего. Короче, вот я начал понимать, ну, что-то как бы более-менее, и вот начал что-то пробовать писать. Вот, записал, естественно, хрень какую-то, ну, блин, стандартная, это что-то прямая бочка была там, что-то как-то, ну, какая-то хаос-история была, если так можно назвать вообще. Это похерено или... Да, конечно, да, ты чё, блин, это вообще там один из первых ноутбуков. У меня вообще, знаешь, комп на севере появился, по-моему, в 10-м. То есть я вообще как бы там, у всех уже компы, типа, были там контакт, там, все такие крутые, типа, в игрушки играли, а я такой, знаешь, блин, там, в носу поковыряться, там. Ну, то есть ни хрена не было у меня вообще абсолютно, то есть, да, вообще... We started from the bottom, now we... Да, вообще просто изи, блин, как бы я ходил к соседу играть, что-то там ВКонтакте посидеть, ну, то есть вообще там... Ну, это прикольно, все равно, зато есть что вспомнить, да? Да не, ну, конечно, как бы, вот, и все, и вот, возможно, это как бы повлияло, что я как-то с голодухи, знаешь, как-то сел, у меня вот не было все детство, и все, я прям начал, я же вообще, говорю, настолько как бы было все плохо, ну, корзина, типа, для меня была, типа, пиздец загадкой. У тебя самый мощный был из-за этого, наверное, интерес, потому что это самый мощный интерес, когда с голодухи такой вот. Конечно, ну, я про это и говорю, да, и плюс, как бы, у меня появилось, но я играл там уже в игры, как бы, к 11 классу, что-то нормально даже было. Вот, и все, и вот как музыка пошла потихоньку, вот. И что получилось дальше? Так ты стал биклой? Нет, я сначала играл в игру, стрелялку Point Blank, такая азиатская, короче. Играл. Да, контра вообще никогда не нравилась, и по-прежнему не нравится, в этом я стабилен, как бы. Так. Вот, и играл, у меня был ник, по-моему, Donny Like, что-то вообще, я не помню, откуда это. Donny Like, я вообще не знаю, то есть, откуда она появилась, я просто запомнил, и, ну, как бы, я только подумал, слушай, типа, чувак, если ты хочешь стать диджеем, нужно что-то поинтереснее. И я думал вообще ник на русском все сделать, типа вообще вплоть до Жариков Виталий, но слишком каменно, вообще язык просто, я представляю, как типа, как это даже, ну, у меня, естественно, сразу я на Запад себя там, знаешь, представлял, и я такой думаю, блин, слушай,
Да, типа... но ты правильно сделал, потому что буква «Ж» сама по себе, Да, вот, американцами да. она трудно уговаривать. Мое имя Женя, и я всегда наблюдаю на них со смехом, как они «Женя». Да, Вот да, это. тяжеловато. Ну, конечно, не, понятно. И все, я что-то подумал, надо что-то искать. Я также продолжал играть, но что-то там ники мы меняли, я не помню зачем. И я такой подумал, надо подзаморочиться. Но я как бы не стал особо прям заморачиваться. Да. Я просто взял там Б, это... Ну, Бикла, вот, типа, Б, это Б Виталик. Мне В не нравилась галка, я подумал, в нике стрёмно смотрится. И я оставил как бы В, ну, и получилось Б. Ик, ну, Виталик, получилось Бик. Но я такой, Бик, блядь, как Жига. Ну, знаешь, да, типа, да. ну, и я такой, как бы, и вот это К, ну, типа, я такой, не, К тоже криво. Такой, Бик, зажигалка, я такой, надо что-то еще. И вот Лабытнанги. То есть, две, вот да, понял, а такой патриотизм, такие звездочки там. То есть ты собрал, да? Да, я просто только подумал, Бикла. А у тебя две И. Вот, я сейчас расскажу, да. Так. И типа была одна И вроде как бы все норм. Но потом у меня появился Инстаграм, и я что-то узнал, что такое хэштеги. Вот, и был хэштег Бикла с одной И, можно посмотреть. Там, по-моему, велики будут, просто велосипеды. И я такой, слушай, это отстойно, нужно что-то уникальное придумать. Если ты хочешь стать артистом, нужен какой-то уникальный хэштег. И я долго парился, кстати, вообще прям долго. И Авичи, ну, как бы я такой думал, я не помню, у него 2С, по-моему, или что-то такое. 2 А, по-моему, или 2С. Или 2С, да, вот что-то. Или, может быть, тоже 2 А и 2С, я не помню. И я такой, слушай, я добавлю еще одну И, смысл произношения не потеряется, и просто будет так же Бикла, как бы, но с двумя И уникальный хэштег. И я такой, это прикольно. Ну, типа, и все. И вот так появился, Бикла, еще не обладая ни одним треком вообще, то есть, каким-то готовым, вот у меня появился ник, и все. Я такой, прикольный концепт. Ну, я видел, ты как бы делаешь и видео сам, и да, я все вообще сам, делал. И даже у меня тусовки были. То есть, и много... Свои? То есть там в Брянске. В роли промоутера? Да, долгое время. И надо что-то зарабатывать, какие-то деньги. Что я умею лучше всего? Я вроде там в гараже делал тусовки. И мне как бы это нравилось. И, во внимании как бы находиться как бы друзей, там, знакомых, и, там, девчонки как бы. И я подумал, слушай, я попробую диджеить сначала. Я пошел диджеить, но, насколько я помню... В клуб? Как меня поставили играть как-то в начале там, с 12, там, знаешь, с 12 до 2, по-моему, что ли. Что-то такое. Так. И все, в клубе было не очень много народу, но и знаешь, а я-то пиздец там Стив Аоки, там такие у него бенгеры такой вот выходили, такие, фестивальные, типа, понял? Шумные. Да. И то есть, и сейчас я понимаю, что, может быть, да, конечно, выглядело это жестко. Чувак такой, знаешь, первый день, я вообще диджейку-то ни разу не видел, понимаешь? Знаешь, сейчас даже расскажу, я это нигде не рассказывал. У меня, были же диски, я даже не на флешке, прикинь, то есть записывал. Так. Я не знал, что в 2000-ках можно флешку вставлять. То есть я пришел с дисками, у меня прям вот была вот эта как бы штуковина. Папка. Да, типа файл, вот эти диски. А у тебя были диски подписаны, так, кстати? Да, они были подписаны, но они, знаешь, что это такая фишка. Я плохо сводил, то есть, в принципе, вообще там... нет, сводил хорошо, но... Ленился. Я не знаю, как это объяснить, я не мог, типа... придумать, что дальше будет. То есть, понимаешь? В общем, вот я как бы стремался, и я себе прям сделал целый лист, я от руки писал, какой трек на какой минуте, понял? Вообще, то есть, и, понимаешь, я вообще всю свою диджейку вот в тот день, а это было 20 или 30 минут, а потом меня выгнали. Почему выгнали? Потому что музыка не подходила под формат. Это был, знаешь, такой, типа, коммерческий клуб. Попсятина, Ленинград. А ты там толкал свое. А я, Стив Аоки, там, вот такие, как бы, говорю, бенгеры, там, у Дипла какие-то хиты уже вышли, на тот момент. То есть ты уже все, ты играл уже на фесте. Все, да, ты чё, во-первых, я от диджейки вообще не смотрел по сторонам почти какое-то время, минут 5, 7, 10, может быть, этого сета, потому что, чё, куда нажимать, и все, как бы, вот так я поиграл, мне сказали, все, чувак, типа, завязывай, уходи, и я такой, а что такое, типа, вроде все ж танцуют, и как бы сказали, не
не формат. И я, знаешь, такой, ну, типа подумал, ну и хер с ним, ладно. И вот со временем, когда я стал промоутером, я еще раз пошел в диджеить, но уже полегче. Там я научился, там был чувак, Саша Айс, диджей Айс. С ставочками я приходил, знаешь, до своего сета специально там, за час, за два, я смотрел, как он играет. И он мне такой, подходи, типа, ну, не стесняйся. И я прям смотрел, что он нажимает, и, ну, понял, типа, начал схватывать, типа, на лету спрашивал меня прям во время сета, а вот это зачем? И он мне как бы вот, ну, наверное, он мне дал такой, типа, какую-то базу, что ли. И вроде как стало получаться по музыке, у меня тоже как бы, я помню, собрание было какое-то, я уже диджей как бы штатный был, я, может быть, месяц там отыграл, и было собрание, и... Типа зовут на всех, и мне сказали, типа, слушай, чувак, у тебя жесткое музло, типа, блин, меняй, типа, либо коммерция, либо как бы уходи. Это мне знакомо, кстати. Вот, да, и я такой, знаешь, ну, сижу такой, думаю, блин, что же делать вот сейчас, как бы, знаешь, история продаться и нет. И, ну, я как бы сказал, окей, буду более коммерчески играть, но у меня ничего не получилось, и меня выгнали. И я такой подумал, блин, слушай, если мое музло, как бы, ну, нравится людям в Брянске даже, как бы, казалось бы, да, может быть, их не так много, блин, почему бы не сделать что-нибудь свое, просто вечериночку какую-то. Я вот позвонил этой арт-директорше, она ответила, да, что? Я говорю, типа, о, Наташа, там, здравствуйте, там, или привет, я не помню, привет. У меня вообще классная идея, там, я знаю, вот у вас там площадочка там сейчас стоит, вот в этом же клубе, где я работал. Можно там я что-нибудь сделаю там за аренду? И слушай, они мне, по-моему, за 50 квадратов того помещения что-то 30 или 40 тысяч залупили. Ну, то есть, понимаешь? У меня не было. Ну, конечно, не было. Блин, ты что, прикалываешься, блин? Да. И я просто такой в наглую, 20. И она мне, по-моему, такая, 25. И я такой, ладно. И я купился, еще чуть-чуть заработал. Ну, там, я не помню, тогда платил я диджикам или нет. По-моему, все было вообще по фану. Может быть, там алка. Ну, просто, знаешь, ну, да, типа, да. Приносите свое, типа, чтобы на баре не брать. Дринкс, да? Да, и все. И потом, как бы, ну, все начало, как бы, расти в прогрессе. То есть сначала там 100 человек, потом в следующий раз 200. И в какой-то момент была тусовка, и я понимаю, что это уже, ну, больше, то есть все переваливает. И мы уже, ну, на входе люди стоят в очереди, и мы не можем их пропустить, потому что... Солдаут у тебя, да? Ну, не то, что солдаут, как бы хотелось-то больше, я понимал, что может быть больше, но у меня был страх того, что люди начнут просто в России, блин, пиздиться просто жестко. И все, ну, естественно, драки были, я дрался на своей тусовке. Серьезно? Конечно. Несколько раз. Я не помню там всю предысторию, там вообще и затупил, по-моему, там... Что-то просто, я с кем-то цепанулся, там вообще потом кто-то на меня, ну, просто что-то там наехал на входе, а я как бы орк, ну, я такой, ты типа охуел, ну, типа, понял, вообще, ну, и вот там начал дальше что-то рамсить, потом что-то из-за девчонки, ну, там, как потом выяснилось, но... Ну, короче, типичный такой, да, вообще, и я вообще, понимаешь, у меня это не укладывалось, то есть я всегда шел с такой светлой головой, типа, вау, блин, мы скоро будем, как в Америке, делать, это не Москва и Питер, понимаешь, типа, вообще к нам начали ездить там с Питера, с Москвы, там просто... Как ты из этого превратился в Биклу? Вот, да, к этому, да, и веду. И смотри, я уже что-то писал потихоньку, то есть параллельно учился, знаешь, уже какая-то монета появилась. Ноутбук. Я себе ноутбук, знаешь, как Mac купил вообще первый раз. Взял его в рассрочку бухой, вообще просто в ноль. Я не знаю, как мне его дали, вообще реально. Я просто с утра просыпаюсь, у меня коробка с новым Mac'ом лежит. Я такой, блин, что это за дичь, типа, откуда у меня, типа, комп? И я такой, знаешь, начинаю смотреть, у меня сразу страх появился, что я его украл. Хотя, как бы, ну, обычно этим не занимаюсь, ну, типа, ты знаешь, если там какая-нибудь шоколадка там прибухнул, знаешь, ну, да. Бля, шоколадку возьму, типа, ну, типа, а-ля, знаешь, ну, такой шоколадка, это ж не страшно, его скажут, доставай карточку, ой, блин, забыл заплатить. Ну, то есть, как бы, есть, а тут, как бы, ком. И я начинаю вспоминать, созваниваюсь с корешем, он говорит, да, как-то мы сидели, что-то взяли. Я такой, блин, вау. А я вообще не знал, ну, зачем, как бы, мне Mac. То есть, понимаешь, он как-то вот, я не знаю, сейчас... Просто навеяло, так да? банально, да, так прозвучит как-то судьба, там, я не знаю, вот что-то... Так. Что-то просто как-то. И все, я начал вроде как-то осваиваться в нем, перешел на Ableton. И, честно скажу, и советую всем чувакам, кто пишет сейчас музло, кто это посмотрит, обязательно переходить с FL-ки на какой-нибудь другой секвенсор просто для сравнения. Потому что для меня Ableton стал вообще просто охренеть каким открытием, что не нужны вот эти все 300 миллиардов плагинов. Да. То есть, что можно вообще штатными плагинами просто сводить там
ну, какие-то банальные вещи делать, если ты там, в принципе, не заморочен в звуке, да, и ты не хочешь себя ассоциировать как звукоинженера, просто какая-то творческая единица, то лучше как бы работать с Ableton, потому что он легче, он проще, он быстрее, и его нужно использовать обязательно на маке, потому что... вот это совет очень грамотный. Да. Я просто не Ableton именно, я говорю, просто я знаю, там Bitwix какой-то есть или Bitrix. Bitwix новая, да. Да, вот тоже, по-моему, от создателей. Phlegmatic Dogs. Да, Слава как бы юзает. И Zombie Nation, если знаешь такие. Вот, потом вот эти все Pro Tools, как бы, потому что, да, действительно нужно попробовать, потому что для меня это просто, я такой, вау, есть что-то кроме фэлки, я реально просто не знаю, я просто, по-моему, видел в ролике Скриликса, что он в чем-то сидит, и я такой, блин, что это такое, типа, вот, и как бы все понравилось. Да. Ну, так это повлияло вообще, вот эта покупка такая? Вот, да, но типа все, во-первых, ну, он у меня валялся долго, кстати, ну, прям вот валялся просто вот, лежал где-то там сбоку стола, закрытый. Так. Потом, как бы, вот, ну, тусовки, я что-то такое сел, блин, да попробую. Я такой, ну все, знаешь, такой, ты сидишь, как бы у тебя на столе Mac, и ты такой, ну, кажется, нам придется познакомиться. И все, я такой подумал, блин, это круто, как бы, это интересно, надо осваивать Ableton. И я начал каждый день, там, часов по 12 сидеть. Тусовки как-то у меня прекратились, но их надо уже, знаешь, то есть у меня появилась потребность в деньгах уже. И я начал к тусовкам относиться непосредственно как к заработку. И, может быть, в этот момент, ну, как бы, я немножко подугас, и мне уже немножко надоело это внимание со стороны людей, типа, как-то все это уныло как бы стало, и единственное, что мне нравилось, это сидеть, тыркаться вот в этом Ableton, и знаешь, и я прям заметил, что я начал понимать, как работает такой лазер, то есть, что вот, ну, то, что я говорил, не нужно что-то сложное, то есть, вообще... Начал втягиваться, да? Да, я такой, блин, чувак, пиздец, музло так просто делать, если ты что-то умеешь, ну, типа, в голове, ну, в смысле, придумывать, ну, типа, вообще вдохновляться, ты знаешь, как это все работает, ну, то есть, как заимствовать так, чтобы это было твое, то есть, знаешь, и все, я такой подумал, типа, блин, начал писать, как бы, что-то, и все, и как бы уже я больше был как Биква, а не вот промоутер. У меня был бар, и я начал писать музло в тот момент прям плотно. И как-то так получилось, что бар начал много денег и времени отнимать. Знаешь, в какой-то момент я понял, что я уже съехал к тете, у меня вообще нет денег, все уходит в бар, нас 3 соучредителей, и я все делаю, типа, все придумываю, понял? Друзья мне, ну, естественно, помогают, но голова, я не в смысле, типа, что я делал там больше, чем другие, но я уже, знаешь, ну, мне уже тяжеловато давалась музыка и бар, как бы, ну, то есть, если что-то делать, то нужно было определяться. И я в какой-то, ну, мы делали там тусовки, то есть я Рому Кашина привозил, там, Чейза, как бы я познакомился, у них каких-то советов спрашивал по музлу, то есть показывал демки, и, может быть, Рома такой послушал, такой, слушай, у тебя крутой музон, типа, тебе тоже нужно, ну, что-то свое, типа, делать. И я что-то такое, знаешь, ну, подумал, блин, если чувак, как бы, едет, гастролирует, ну, наверное, он что-то понимает, ну, как бы, может, стоит его послушать, например. Вот. Вот после этого ты стал... Все, я стал музыку, да. Но я такой, знаешь, думаю, я даже написал с Ромой трек, эти рефлективные Nike, вот, как бы он вышел, но я понимаю, что это как бы не мой трек. Ну, то есть, да, там я его сделал, как бы, но по стилечку он подходил к Кашину. То есть, знаешь, уже было понятно, что у Кашина есть фирма. И я такой, блин, слушай, мне тоже нужна фирма. И я как бы сел, начал экспериментировать. То есть я уже полностью на тот момент перестал себя, как, знаешь, какой-то продюсер, вот этот вот гений звукоинженерии ассоциировать. Мне просто нравилось делать крутые звуки. Но я уже ушел от секвенсоров. То есть я даже брал, рендерил, и потом отдельную дорожку, то есть, ну, я вообще работал как сэмплом с ней, понимаешь, типа. Так. Потом сплайс появился, и я такой, блин, черт, вообще, нахрена столько времени я трачу, ну, типа, на это, если уже все придумано, возьми, просто используй это, как бы, ну, понятно, что не все подряд, то есть, ну, нужно было, опять же, вот, я говорю, как бы заимствовать, но чтобы это выглядело как твое. Ну, да. И все, и как бы я начал просто все это делать, и, наверное, вот так вот появился проект Биква в самом начале, вот, типа... Я знаком с твоим музоном, да, но как бы так поверхностно, признаю, сорян. Да, это наоборот хорошо. Но как именно ты описываешь свою музыку сам? Вот что это Ее такое? фишка? Стиль, не стиль, фишка, не фишка. Если там месседж, да, и вообще, по твоему мнению, должен ли быть какой-то месседж там в музыке, в треке, в артисте? То есть, ну, хороший вопрос. Месседж, естественно, есть. Ну, у меня он, может быть, немножко отличается, как его воспринимают люди, но, в принципе,
в целом это звучит так, короче. Я себя не ассоциирую с исключительно с релизом No Place. Ну, типа, каждый мой релиз, он будет как бы по-своему особенный. То есть, если мы сейчас говорим No Place, ну, про No Place, да, про эту музыку, то месседж достаточно простой, типа, я, когда его создавал, то есть я не хотел выделываться, мне вообще не нравится, когда артисты выделываются и говорят, что они музыкальные гении, что их не признали, знаешь, вообще этого не понимаю, как бы. Ну, я тоже не понимаю. Да, стараюсь. Это же обычно ценятся людьми. Да, то есть, как Фредди Меркьюри говорил, типа, самая лучшая оценка твоего, ну, типа, творчества — это проданные билеты. И это очень круто. И я подумал, слушай, надо что-то думать в долгосрочку. И вот, типа, я подумал, что я сделаю что-нибудь простенькое, но с фирмой. Фирма, как бы, ну, у меня была уже на тот момент, и я подумал, нужно что-то с прямой бочкой. Ну, типа, достаточно понятно. А уже от нее, как бы, растить, то есть. И я по своему опыту, по прошлому, когда там в ВК какие-то треки релизил, я помню, какие были самые прослушиваемые, это была как раз прямая бочка. Вот, я подумал, что можно попробовать сделать вот так, но я не хаус-продюсер. И я добавил туда какие-то трэпчик, там Супермайн есть трек, Хайр с Катей, типа, ну, прикольно, в общем. И его месседж как бы был достаточно простой, то есть это то музло, которое ты будешь слушать в машине, когда куда-то едешь, в наушниках, когда ты там путешествуешь, когда ты на кухне что-то готовишь, то есть, понимаешь, то есть он должен слушаться на одном как бы вот дыхании, просто фоном. С другой стороны, его фишка, если ты продюсер, то есть, знаешь, чтобы его до конца понять и распробовать, это как хорошее вино. В принципе, если ты слушаешь как бы попсятину, ты его не поймешь. То есть он для тебя будет посредственным, прикольным. Ну, типа, о, классный музон, типа. Но если ты продюсер, то ты, знаешь, и у тебя уже хороший вкус, то это как вот сомелье. То есть, понимаешь, ты будешь его слушать. Ага, вот эту фишку, все, я понял. То есть, понимаешь, и он для продюсеров, ну, я считаю, он был открытием. Ну, типа, по озвучанию. И мне много кто респект как бы кидал и за рубежом, как бы, когда мы наконец-то отрелизили его на Западе, и из России, то есть все писали. То есть я сделал то, что люди будут слушать в наушниках. Вот. Ну, да. И люди, видимо, это оценили. Что-то более уникальное. Да, но нестандартное, по крайней мере, что сейчас, в принципе. На самом деле, я давно заметил, что тем, кто пишет музыку, достаточно тяжело вдохновляться, потому что музыки как таковой, ну, специфично ее мало. Я вот подумал, я лучше буду кого-то вдохновлять, ну, из продюсеров, понимаешь, чем просто как бы быть музыкантом. Ну, просто, есть, да, быть ради денег, там, да. Писать, для меня как бы классно, когда, ну, ты вдохновляешь, то есть и у кого-то при этом берешь, ты знаешь, это как бы должно работать как баланс. Ты берешь, ты должен что-то отдать. Вот, да, ну, я не знаю. Согласен. И все, я как бы сделал на это акцент, упор, и вроде как бы, ну, начало получаться. Мне нравится моя аудитория очень сильно, вообще всех чуваков, девчонок, которые на меня подписаны. У меня такое ощущение иногда, что я прям с ними давно общаюсь. С самыми яркими, так сказать, подписчиками, которые вот прям комментят, что-то мне постоянно в директ пишут. То есть мы постоянно что-то ржем. Да, там, мы их называем core-фэны. Core-фэны? Ну, наверное, core, ну вот да. Ядро. Да. И все, и мне как бы, от этого круто, ну, и это дальше как бы мотивирует, то есть я уже, знаешь, я такой думаю, понравилось бы этим чувакам, ну, типа, знаешь, когда ты пишешь трек, ты такой думаешь, ну, бывают же моменты, когда ты такой, может, что-нибудь попроще написать, ну, ты знаешь, схалявить, типа, и выпустить, там, надо за хату платить, там, ну, знаешь, вот такое, и ты такой думаешь, я сейчас так в пробросе кину, никто и не заметит, но нет, я начинаю представлять, типа, понравилось бы это вот моим, типа, людям, которые слушают, которые вдохновлялись, то есть, и я стал, наверное, немножечко заложником их мнения, но меня это не столько тяготит, сколько наоборот, знаешь, такой пинок под зад, типа, а-ля, ты чё, охренел, все, планка есть, куда, ты, типа, все, у тебя уже там получается на Западе, все, ну, назад как бы пути нет, типа, только вперед, Слушай, я вот на самом деле в этом услышал небольшой ответ на мой следующий вопрос, планы на будущее, да, но ты как бы уже ответил на это, но... Ну, если вкратце, какие планы, как бы, естественно, расти, как бы, прогрессу нет предела, я говорю, я просто хочу, чтобы ее как можно больше людей услышало, потому что я уверен, что моя музыка классная, ну, типа, но не в том смысле, что она лучше, чем другая, я уверен в том, что кто-то найдет себя в ней, то есть, знаешь, она вроде как бы и веселая, и я сам как бы шучу, ну, много, как бы, с чувством юмора, но при этом бывает иногда грустно. И я какую-то грустинку в нее закладываю. И знаешь, она вот, я говорю, опять же, это возвращается, это как вот вино. Ее нужно переслушивать.
где-то подвыпить и послушать, где-то на тусовке, где-то в наушниках. И ты ее по-другому будешь воспринимать в разных, как бы, я просто сам ее слушаю. Она, может быть, мне чуть поднадоела, но потому что там оно написано там годами ранее, как бы там, вот. Но в целом, как бы, планы просто, чтобы... развиваться. Ну просто, да, как бы, я не знаю, я себя хочу, не хочу рассматривать заложником, как заложника, говорю, одного жанра. То есть, да, мне прикольно, знаешь, что вот я недавно понял, я могу сделать two-step, используя свои фишки, и все скажут, ой, это Бикла. Ну, понимаешь, но это two-step, и я не two-step продюсер, да? Ты еще, я так понял, хочешь как бы именно свой стиль, чтобы да, вместо да, стиля ну, там, на том же SoundCloud писать не название стиля, а Бикла просто. Да, что-нибудь такое. Я бы хотел как бы писать музончик и вот гастролировать, опять же, чисто с концертами. То есть, знаешь, написал альбом, анонсировал тур, откатал его, и все, и работаешь над новым. Дальше, идешь дальше. То есть ты больше как бы хочешь на качество упор. Да, на качество, чем на количество, на вот эту да, вот, на конвейер. И качество всего, то есть, понимаешь, то есть это дизайн, это... То есть, знаешь, я начал почему дизайном заниматься? Не чтобы там зарабатывать, а чтобы я мог человеку, который круто делает, объяснить на его языке, что мне нужно. Это очень сокращает время. Потому что это очень большая проблема. Да, и очень сокращает деньги, и очень сокращает нервы. Чтобы все было просто и со вкусом, потому что, в принципе, все гениально просто. Да, простота управляет упрощаешь, миром. да, как бы вот чему-то учишься, тебе становится что-то проще. И, возможно, для кого-то это что-то гениальное. Но для тебя это уже становится настолько просто, и ты меньше сил на это тратишь. Да. И кайфуешь еще время сам. на что-то новое, другое. Да, и ты себя как бы ты просто... открыт для нового. Да. Вот мне Слава, кстати, из флегматиков недавно как-то мы летели, ну, не недавно, в Сочи, когда это там вообще год, наверное, назад был, может быть, даже больше. Ага. Вот. И он мне вот сказал такую историю. Я долго не хотел учиться музыкальной грамоте, потому что я считал, что это меня начнет ограничивать. То есть, понимаешь, знания, ну, типа, станут какими-то стенами. Слушай, я и сейчас не хочу, ну, не поэтому, а просто лень. Ну, типа, да, понятно. Но он мне сказал так прикольно, ты знаешь столько и пишешь вот так вот, ну, уже круто. А прикинь, если бы ты знал больше. Ну, да. Ну, то есть, ты бы писал, наверное, еще круче. Ну, да. И я как-то об этом не думал, он мне так, ну, сказал, я, знаешь, что-то начал сейчас подзаморачиваться, как бы, ноты подучил, там, знаешь, что-то там аккорды какие-то смотреть, то есть, уже руки чуть-чуть, ну, ставить. То есть, и, в принципе, я понял, что это мне пригодится, но в дальнейшем, потому что если делать лайв, оказывается, пальцы-то у меня не пианисты, знаешь, ну такие, где-то не дотягиваются, понимаешь, приходится как дурак играть, как бы криво. Но, блин, в этом плане я нисколько не комплексую, типа я есть я, и вот как умею, так и делаю. Ну да, круто. Что бы ты хотел сказать новым музыкантам, которые будут это смотреть вообще? Ой, именно продюсерам. Слушай, да, честно... Или твоим фанатам? Блин, если вкратце, то... Ну, давай вкратце. Ну, как бы пацанам, наверное, и девчонкам-продюсерам, ну, конкретно, которые пишут музло, я бы посоветовал не торопиться с гастролями, что ли. Не знаю, как объяснить. С заработком денег, может ну, быть? нет, оно надо, конечно, блин, ну и типа и хочется. И вот у меня 1000 раз, даже сейчас такое бывает, что не хватает, хочется еще больше денег, чтобы дальше что-то делать. Так это вечная борьба у нас такая в головах вот. у всех, правильно? Да, как бы не стоит, наверное, торопиться. Ну, это так, такой тупой совет. Конечно, все зависит от нужды, как бы, вот. Как бы я вот как начал делать, и у меня это получилось, я бы советовал работать над фирмой. И вот над качеством. Ну, фирма и качество не всегда взаимосвязаны. Ну да, я имею в виду над продуктом, который будет да, потому что, объясню, качество. если они хотят гастролей больше, нужна фирма для чего? Я просто был промоутером, и я примерно понимаю, что это. Зачем привозить как бы диджея откуда-то, если у него нет фирменного звучания, Это даже не столько в одежде там или в образе, сколько вот его звук, то есть то, как он играет, возможно, то, как он Инстаграм даже свой ведет. Все это сейчас важно в целом и в общем, но если ты продюсер, если мы говорим о тех, кто пишет музыку, нужно работать исключительно над фирмой. Проще же как бы взять, вот есть пирог, и вот у кого-то кусочек просто отжать, и все, и тихонечко там, понимаешь. Вот что нам, значит, учат, нас учат Бикла. Да, можно сделать так, как бы, но это как раз вот, наверное, история про коммерческую среду, ну, мне так кажется. Ну, и как я понял, да, я не знаю, как это будет слышаться, как бы.
Ну, каждый нашим посмотрит. подписчикам, типа того, да? Записчикам. То есть я понял это как, ну вот на примере, например, Нозия, да, группа есть такая. То есть они появились в Ты прям вообще драм-н-бейсе. дед вообще там. Да, такой, такой. Нойзи. Они появились в драм-н-бейсе, ну, не с самого начала, грубо говоря, но они начали делать его супер качественно и супер Да. по-своему. И поэтому Нозия стала Нозия. Ну да, вот мне кажется, если сейчас что-то включить, какой-то нейрофанк этот, ну, такой жесткий, мне кажется, я скажу, это не они, типа. Да, Понимаешь, и вот да, это очень потому что важно, да. Они на слух. себя как раз вот этот кусочек пирога и Да, отрезали. да. То есть я просто перефразирую. Да, твои не, правильно, слова. правильно. А ну, по-разному, говорю, кто как интерпретирует. То есть моя задача просто рассказать, что я знаю, я так понимаю. Ну да, да. А уже кто как хочет, как кто так и дрочит, как говорится. Круто. Пип такой. Ну что, нормально прокатились. В общем, привез я почти Биклу до места назначения в городе Владимир. Ага. И, в общем, круто. Денег-то сколько, да? Такой, Сколько да. денег? Да, да, 70 на самом по городу деле, у нас. Женя сейчас занимается, да, такси. Это параллельно просто хобби, как бы снимать Ну, это ролики. такое лакшери такси. Да, Ну в что, общем. круто прокатились. В общем, с вами были Бикла. Все ссылки в описании и Прокси, все ссылки в описании. Подписывайтесь на Биклу, подписывайтесь на меня, на канал, колокольчик, вся херня. Еще раз, с вами был так себе влогер Прокси и крутецкий супер-дупер. Кто-то еще с нами был? И Бикла. Бикла. Да, всем пока. Йоу.